22 марта 2017-го археолог Мария Гонсалес стояла перед каменным изваянием и не могла сдержать слез. Это была не радость от открытия и не волнение от находки. Это был настоящий животный ужас. Рядом с ней молчали 3 члена экспедиции, не в силах вымолвить ни слова. На экране планшета результаты спектрального анализа. Мария не верила глазам. Старший научный сотрудник экспедиции, профессор Хорхе Рамирес, смотрел в экран несколько секунд, а потом выдавил лишь одно слово — «невозможно». Спустя всего 8 часов вся команда подписала документ о неразглашении. Через 2 суток все цифровые копии материалов исчезли из университетской базы. Удалены были даже резервные архивы. Официальная версия гласила «технический сбой». Но Мария знала, это ложь. Кто-то намеренно скрыл данные, кто-то очень влиятельный. Потому что обнаруженное подрывает основы исторической науки. Речь шла о статуе номер 417, одной из гигантских фигур Моаи на острове Пасхи. Но она отличалась от других не только местоположением и формой, главным был материал. Геохимический анализ показал, что вулканическая порода, из которой была высечена эта статуя, сформировалась около 11 тысяч лет назад. Это в 9 тысяч лет раньше, чем, согласно историческим источникам, люди впервые заселили остров. Это не ошибка в расчетах, не сбой в оборудовании. Все методы калиброванные, современные, с минимальной погрешностью. Мария проверила лично, 3 раза, и каждый раз получала одно и то же. Возраст статуи не соответствует официальной хронологии. Но самое главное даже не в этом. Во внутренней структуре монолита обнаружили пустоту. Камера внутри каменной глыбы. Этого не видно снаружи. Моаи кажутся цельными, как будто монолит вырезан из одного куска породы. Но внутри идеально ровная полость. И именно это стало отправной точкой цепочки событий, которая потрясет научное сообщество и поставит под сомнение все, что мы знали о древней истории человечества. Только один вопрос не давал покоя Марии: кто сделал это и зачем спрятал? Но ответы начали проясняться, когда стало ясно, что материал статуи вовсе не должен был быть доступен человеку тех времен. Вулканическая порода, из которой изготовлена статуя номер 417, была извлечена с помощью современных методов изолирования изотопов и спектрального анализа. Полученные данные шокировали исследователей. Результаты указывали на возраст свыше 11 тысяч лет. Это означало только одно: обработка скалы произошла за тысячи лет до того, как на острове появились первые поселенцы. Но существовала и вторая проблема. Официальная наука утверждает, что полинезийцы заселили остров только в X веке нашей эры, и именно они якобы создали все статуи между XII и XVI веками. Однако этот временной промежуток никак не пересекается с возрастом найденного камня. Мария Гонсалес понимала, либо вся существующая историческая модель ложна, либо перед ними артефакт, оставшийся от ранее неизвестной цивилизации. На протяжении 2 десятилетий она исследовала аномалии острова Пасхи, собирая кусочки информации, изучая забытые отчеты и обращая внимание на данные, которые официальные институты предпочитали игнорировать. Ее внимание привлекла особенность карьеров, где якобы добывались камни для Моаи. Глубина выемок, техника обработки, характер сколов — все указывало на применение инструментов, которых у полинезийцев просто не могло быть. Особо подозрительной выглядела гладкость некоторых поверхностей. Как будто породу плавили, а потом формовали с хирургической точностью. Обычные каменные инструменты. Это исключено. Сопоставляя новые данные с давно забытыми отчетами советской геологической экспедиции, Мария натолкнулась на первые реальные улики в пользу другой версии событий. Той, что старались не обсуждать. Именно эти архивы впервые упомянули о том, что в карьерах были найдены следы резки, которые не могли быть сделаны ни каменными, ни металлическими инструментами. То, что она увидела позже, только подтвердило самое страшное подозрение. То, что внутри древнего каменного изваяния может находиться пустое пространство, уже само по себе сенсация. Но в случае со статуей 417 речь шла не о случайной трещине или природной пустоте. Это была четко вырезанная полость размерами около 3 футов в длину, 3 футов в ширину и 50 футов в глубину. Формой она напоминала камеру с идеально гладкими стенками, будто ее выжгли чем-то невероятно точным. Обнаружили это с помощью георадара. Современная техника позволяет буквально просвечивать цельные каменные объекты. На мониторе сразу стало видно аномалию. Визуально она напоминала встроенную капсулу.
Ее форма была слишком геометричной, чтобы быть результатом естественного процесса. Команда знала, если это скрытая камера, значит, кто-то создал ее намеренно. Но зачем? Кто мог прорезать твердую вулканическую породу внутри 10-тонной статуи и оставить пространство в самом ее сердце? Мария запросила разрешение на вскрытие. Ответ правительства Чили был однозначен – отказ. Но через частных спонсоров и с помощью международной команды ученых ей удалось добиться доступа. Вскрытие решили провести по щадящей методике с использованием сверла, которое позволяло проникнуть внутрь с минимальным ущербом. Весь процесс фиксировали камеры. Специалисты, микрофоны, датчики, контроль каждого миллиметра. На глубине 2 футов бур внезапно провалился в пустоту. Внутри оказалась та самая полость. Если вы тоже в шоке от того, что скрывается внутри статуи, представьте, сколько еще тайн ждет своего раскрытия. Если вам нравится наше исследование, не забудьте подписаться на канал и поддержать проект, ссылка в описании или просто наведите на QR-код на экране. Ваши донаты помогут нам вскрыть еще больше загадок, а может и целые камеры. А то, что находилось внутри, вогнало команду в ступор. После вскрытия и первого визуального осмотра с помощью эндоскопа камера показала странный предмет. Это был цилиндр длиной чуть более 3 футов и диаметром около 8 дюймов. Поверхность его была темно-серой, почти черной, но с металлическим блеском. На нем не было ни одной царапины, ни слоя пыли, ни следов окисления, несмотря на то, что он пролежал внутри статуи более 10 тысяч лет. Материал не определялся ни одним из известных анализаторов. Это был ни металл, ни камень, ни керамика. Комбинация элементов, не встречающаяся в природе. Один из ученых, физик, вслух произнес: «Это искусственный сплав. Материал, полученный в лабораторных условиях». Но как такое возможно в эпоху, когда люди только начинали строить хижины и охотиться на мамонтов? Цилиндр был извлечен с максимальной осторожностью. Он весил около 30 фунтов, был холодным на ощупь и не поддавался нагреву. Современные методы анализа подтвердили, в нем заключен сложный состав, невозможный для воспроизведения даже при текущем уровне промышленных технологий. Температура создания, давление, условия обработки – все выходило за пределы возможного. На следующее утро на территорию лагеря прибыли военные, в форме и в штатском. Под предлогом охраны национального достояния они изъяли все материалы – цилиндр, записи, образцы, даже личные устройства ученых. Сослались на закон, угрожали уголовной ответственностью за любое разглашение. Доступ к правде вновь был закрыт, но Мария успела сделать копии и спрятала их. Мария знала, такие находки не единичны. Она посвятила годы изучению архивов, в том числе тех, что раньше были недоступны. Особое внимание привлек отчет советской геологической экспедиции, работавшей на острове в середине 60-х. Официально она исследовала вулканическую активность. Но в закрытой части отчета, долгое время хранившейся под грифом «секретно», были зафиксированы странности. Главное — структура сколов породы. Ученые зафиксировали следы обработки, не соответствующие ни одному известному инструменту. Ни каменному, ни металлическому. Поверхности были настолько гладкими, что, казалось, их выжигали чем-то направленным и очень горячим. Геолог Владимир Кузнецов, руководивший экспедицией, тогда утверждал: следы указывают на лазерную резку. В 60-е годы такие заявления воспринимались как безумие. Лазерные технологии только начинали свое развитие. В теории можно было добиться резки камня в лаборатории, но никак не на удаленном острове. И уж тем более не 10 тысяч лет назад. Кузнецов привез с собой образцы, позже их изъяли. Его самого уволили, обвинив в разглашении служебной тайны. Но он успел передать копии своих записей ученику, и тот спустя десятилетия, перед самой смертью, опубликовал их в малотиражном научном журнале. Мария прочла ту публикацию, когда еще была студенткой, и поняла, что это ключ. Первый фрагмент карты, которая приведет ее к разгадке самой большой археологической тайны современной эпохи. И то, что было найдено внутри каменной статуи, казалось, напрямую подтверждало самое главное подозрение. Человечество далеко не первое на этой планете. Карьеры вулканического туфа на склоне Рана-Рараку давно были объектом пристального внимания археологов. Именно здесь, согласно академическим теориям, древние рапануйцы якобы вырезали гигантские статуи Моаи из мягкой горной породы. Однако данные, полученные Марией и ее командой, противоречили этим устоявшимся представлениям. На одной из площадок в районе карьерных выемок команда обнаружила аномалии. Образцы породы были взяты для лабораторного анализа.
То, что выявила микроскопия, стало новым ударом по официальной версии истории. Кристаллическая структура породы была нарушена. Изменения указывали на локальное воздействие высоких температур. Уголки сколов имели характерную форму, наблюдаемую при тепловом воздействии. При детальном изучении были зафиксированы микроскопические следы оплавления. Это невозможно было объяснить использованием примитивных каменных инструментов. С учетом возраста породы, более 11 тысяч лет, картина становилась все менее правдоподобной. Кто или что могло произвести обработку скалы при помощи высокой температуры и прицельного теплового воздействия в столь ранний период? Физики, привлеченные к анализу, выдвинули гипотезу. Речь может идти о воздействии концентрированной энергии, возможно, лазерного типа. И хотя звучало это невероятно, доказательства опровергнуть было невозможно. Это объясняло и гладкие поверхности в некоторых выемках, и характерные следы на статуях. Не все моаи были обработаны одинаково. Некоторые из них демонстрировали уровень точности, недостижимый для простых ручных инструментов. Мария сопоставила эти данные с ранними записями советской экспедиции. Все сходилось. Кузнецов был первым, кто увидел это. Его за это уволили. Теперь она увидела это собственными глазами. Никто в академическом сообществе не решался произнести это слово вслух — лазер. Тем более в контексте древней мегалитической культуры. Но физические данные упрямо указывали именно на него. Сопоставив характер обработки камня с современными примерами, команда Марии обнаружила прямые соответствия. Формы выемок, гладкость стенок, отсутствие следов механического воздействия — все указывало на резку или плавление с применением точечного источника высокой энергии. Мария знала, что заявление о возможном использовании подобной технологии 10 тысяч лет назад будет воспринято как абсурд. Тем не менее, следы не оставляли шансов для других версий. Даже современные лазерные установки не всегда могут добиться такого качества обработки вулканического туфа. Рассматривая образцы под электронным микроскопом, они заметили кристаллические структуры, характерные для плавления с последующим быстрым охлаждением. Плотность изменена, структура смещена. Такое наблюдается только при воздействии очень высокой температуры в малой зоне. Но кто мог владеть такими технологиями в эпоху, когда большая часть человечества жила в условиях каменного века? Мария понимала, либо вся история человечества неверна, либо перед ними фрагмент работы давно забытой цивилизации, обладавшей знаниями, сравнимыми с современными или превосходящими их. Оставался один путь — найти еще один артефакт, и он был недалеко. Статуя номер 417 была найдена сравнительно недавно, в 2011-м. Она находилась не на побережье, как большинство других моаи, а в центре острова. Ее обнаружили случайно во время раскопок, проводимых для геологического анализа слоев пепла. Статуя лежала на боку, полностью засыпанная вулканическим пеплом. Слой был плотным, толщиной более 3 футов и уходил вглубь почти на 15. Радиоуглеродная и термолюминесцентная датировка показала, извержение, после которого статую засыпало, произошло около 8 тысяч лет назад. Это означало одно — статуя существовала до извержения. Значит, была создана не позже 8 тысяч лет назад. А это как минимум на 5 тысяч лет раньше появления полинезийцев на острове. Научное сообщество отказалось признать результаты. Слишком неудобный вывод. Академики заявили, что датировка ошибочна, что пепел мог быть смещен, а статуя могла попасть в более древние слои случайно. Но Мария была уверена, датировка верна. Она добилась повторного анализа, подключила независимых экспертов, использовала новейшие методы определения возраста пород. Результаты подтвердились, материал статуи формировался от 10 до 11 тысяч лет назад. Погрешность была минимальной, но даже это не стало главной сенсацией, потому что внутри статуи скрывался цилиндр, материал которого поставил под сомнение все известные технологии. Самым убедительным доказательством древности статуи стала датировка вулканического пепла. Когда в 2011 году команда начала раскопки, никто не ожидал, что под слоями застывшей лавы и пепла найдется моаи. Статуя была практически не повреждена, как будто природа сама заботливо укрыла ее, законсервировав на тысячелетия. Анализ состава пепла проводился в нескольких независимых лабораториях. Все пришли к одному и тому же выводу. Пепел от извержения, случившегося около 8 тысяч лет назад. И слой этот лежал поверх статуи, полностью закрывая ее. Это было важнейшее доказательство. Если статую засыпало 8 тысяч лет назад, значит, она уже стояла в то время. А это, в свою очередь, противоречило официальной дате заселения острова — X век нашей эры.
Многие специалисты отказывались верить в полученные данные. Предлагались самые разные объяснения. Якобы пепел мог попасть на статую позже или быть принесенным ветром. Но ни один из этих аргументов не выдерживал критики. Слои были четкие, стратиграфия непрерывная. И главное, сама статуя находилась в анатомически правильной позиции, не вертикально, а на боку, как будто ее положили, а сверху медленно оседал вулканический материал. Команда Марии понимала, перед ними артефакт, чья история начинается не в Средневековье, а уходит вглубь на десятки веков. Оставалось только понять, кто его создал. Когда специальное сверло прорезало стенку статуи и вошло в скрытую полость, внутри обнаружили цилиндр. Этот предмет стал центральной точкой исследования. Его размеры — около 3 футов в длину и почти 8 дюймов в диаметре. Поверхность идеально гладкая. Материал неизвестный. На ощупь холодный даже под жарким солнцем острова. Тепло не поглощал, не нагревался. Спектральный анализ выдал невозможный результат. Комбинация элементов, которые в природе не встречаются вместе. Ученые вначале предположили сплав, но технология его создания требовала таких условий, которые недостижимы даже в современных промышленных лабораториях. Температура в 1000 градусов, давление в сотни атмосфер, инертная среда, отсутствие кислорода. На поверхности цилиндра были выгравированы символы. Они не походили ни на один известный алфавит. Ни один лингвист не смог их расшифровать. Но геометрия, симметрия, повторяющиеся паттерны указывали, это не просто украшение. Это код, информация. Мария сделала десятки фотографий, скопировала изображения, зафиксировала параметры. Она знала, это слишком важно, чтобы доверять только официальным каналам. И была права, потому что на следующий день все изменилось. Военные забрали цилиндр, но информация уже ушла в сеть. И цепь событий, которую она запустила, уже было не остановить. Ни один из материалов, известных современной науке, не соответствовал составу цилиндра, найденного внутри статуи номер 417. Плотность, теплопроводность, устойчивость к температуре и воздействию радиации – все выходило за пределы возможного. Ни один лабораторный анализ не дал точного результата. Химическая формула, полученная спектрометром, выглядела как абстрактный набор несовместимых элементов. Один из физиков, изучавших образец, заметил, материал ведет себя как инертный, но при этом обладает признаками активного реагирования на определенные диапазоны частот. Это не просто металл или керамика, это технологический артефакт, созданный кем-то, кто владел принципами, недоступными современной инженерии. Температура, при которой этот сплав мог быть создан, превышает 5000 по Фаренгейту. Давление — 100 атмосфер. Некоторые параметры указывали на условия, схожие с теми, что существуют в верхних слоях мантии Земли. Но материал был идеален, без микротрещин, без признаков старения, без следов окисления или износа. Особое внимание вызвали символы, они светились в инфракрасном диапазоне. Это была не краска, не гравировка, это были встроенные в материал элементы, возможно, наноуровневые структуры, отражающие и искажающие свет в определенной длине волны. Когда Мария попыталась сопоставить их с известными письменностями, стало ясно. Это не язык в привычном смысле. Это схема, код, инструкция. Цилиндр не просто был внутри статуи, он был ею защищен и спрятан. Для кого? Зачем? Мария уже знала, на острове Пасхи это не единственный след. На следующее утро после вскрытия полости извлечения цилиндра к лагерю экспедиции подъехали 2 армейских джипа. Люди в форме и в гражданском предъявили официальный ордер. Они сослались на закон о защите национального достояния Чили. Все материалы были изъяты: цилиндр, образцы, жесткие диски, фотоаппараты, ноутбуки, даже личные телефоны. Ученым строго-настрого запретили обсуждать находку, даже в частных разговорах. Им дали подписать документы о неразглашении, пригрозив уголовной ответственностью. Кто отдал приказ? Почему именно военные, а не Министерство культуры или науки? Ответов не последовало. Мария попыталась оспорить действия. Безуспешно. В университетском архиве исчезли копии всех заявок, переписка, разрешения, словно никто никогда не выдавал доступ к раскопкам. Но она успела отправить данные на облачный сервер. Несколько файлов, фотографии, черновики отчета, предварительный анализ состава цилиндра. Они были надежно зашифрованы и теперь стали единственным доказательством, что находка действительно существовала. Через месяц Мария была уволена. Официальная причина — сокращение. Неофициальная —
Все знали. Она перешла границу, за которую ученым заходить нельзя. Она покинула страну, поселилась в Европе и продолжила работать над разгадкой. Потому что теперь она знала, это не первый случай, когда на острове Пасхи находили нечто необъяснимое. Имя Тура Хейердала известно каждому, кто интересовался историей острова Пасхи. Его экспедиция в 50-х годах стала важной вехой в археологических исследованиях. Но в опубликованных отчетах и книгах нет упоминаний о самом странном из обнаружений. Мария нашла этот фрагмент в личном дневнике Хейердала, который был опубликован посмертно. Запись от 27 августа. Он пишет о находке металлического предмета в основании платформы номер 7. Странной формы, не похожей ни на один известный инструмент. Хейердал указывает, что предмет передали властям Чили, и с тех пор о нем ничего не слышно. Этот эпизод нигде не освещался. Ни в научных статьях, ни в интервью, и это казалось странным. Хейердал был скептиком, противником мифов. Он верил, что древние люди могли делать удивительные вещи без помощи высших сил. Но этот фрагмент дневника показывает, даже он столкнулся с чем-то, что не смог объяснить. Мария сопоставила координаты платформы с картой. Это то же место, где позднее были зафиксированы электромагнитные аномалии. В этом районе отказывали приборы, нарушалась навигация, возникали помехи в радиоэфире. Слишком много совпадений, слишком много попыток скрыть правду. Мария начала искать подтверждения в устных преданиях. Она знала, что многие легенды, на первый взгляд фантастические, могут хранить рациональное зерно. Особенно если повторяются в разных частях света. Старые записи французского этнографа Альфреда Мазье, изданные малым тиражом в 70-х, содержали странное упоминание. Он записал рассказ местных старейшин. Статуи Моаи не были сделаны предками рапануйцев. Их оставили другие существа, птицы-люди. Они пришли с неба, научили обрабатывать камень и оставили дары, спрятанные внутри изваяний. Мазье посчитал это фольклором. Но теперь, зная о цилиндре, о полости в статуе, о технологии, которую никто не мог воспроизвести, слова островитян приобрели иной смысл. Подарки, запечатанные в статуях, так описывали скрытые артефакты. Старейшины говорили, некоторые из статуй все еще хранят их, но никто не решается вскрыть, боятся. Почитают как священные. Эта вера стала идеальной маскировкой. Целые поколения жили рядом с высокотехнологичными объектами, принимая их за идолов. Идеальная защита — спрятать передовую технологию внутри религиозного культа. Но кто были те, кто пришел с неба? Один из важнейших разговоров в жизни Марии состоялся с Педро Атоном, рапануйцем, потомком коренных жителей острова, чья семья жила там не менее 3 столетий. Его дед, один из последних носителей устной традиции, на смертном одре передал ему тайну. Он сказал: «Статуи стояли здесь до нас. Мы не создавали их, мы пришли и нашли. Мы думали, что это духи, и поклонялись, но те, кто их сделал, были другими». Мария слушала Педро и понимала, это не просто рассказ, это передача памяти. Слова, сохраненные поколениями, несмотря на колонизацию, репрессии, христианизацию. Слова, в которых зашифрована история контакта с чем-то иным. Педро вспоминал, как в юности считал деда сумасшедшим. Но теперь, услышав о цилиндре, о материалах, о символах, он понял, старик говорил правду. Эти признания стали для Марии подтверждением. Даже в изоляции, даже без письменности люди хранили истину. Истину, которую официальная наука предпочитала игнорировать. Одна из главных загадок статуй Моаи — это то, где именно они установлены. Местоположение каждой из них не случайно. Мария Гонсалес знала об этой теории давно, но лишь после открытия цилиндра в статуе 417 она начала анализировать координаты всерьез. Первое, что бросилось в глаза, почти все статуи выстроены по линии взгляда к внутренней части острова. Исключения лишь те, что были сброшены или опрокинуты. Но при наложении карты расположения всех известных Моаи на сетку магнитных линий Земли оказалось, что значительная часть из них стоит точно вдоль этих аномальных осей. Магнитные аномалии фиксировались давно, еще в 50-х годах это заметили советские инженеры. Но тогда эти данные засекретили. Мария получила к ним доступ лишь благодаря случайной утечке архива геофизической лаборатории. Стало ясно, статуи стоят не там, где удобно, не там, где красиво. Они размещены по четкому плану. Еще более странным оказался тот факт, что при соединении позиций некоторых статуй прямыми линиями получались геометрические фигуры, напоминающие мандалы и древние символы. Некоторые из них совпадали с паттернами, выгравированными на цилиндре. Это не случайность, это карта.
Не метафорическое, не религиозное, технологическое. Мария поняла, кто бы ни создал Моаи, он оставил послание, или механизм, или предупреждение, и все сходилось в одну точку. Символы на цилиндре долгое время казались бессмысленными. Но однажды Мария обратила внимание, некоторые из них повторялись в определенной последовательности. Визуально они напоминали координатную сетку. Сопоставив частоту повторений и пропорции, она наложила их на карту острова. Результат был ошеломляющим. Координаты указывали на участок земли, где, по официальным данным, не проводились раскопки. Это было заболоченное место у подножия кратера Рано-Кау. Слишком неудобное для работ, покрытое густой растительностью и, как считалось, бесперспективное. Мария собрала частную команду и направилась туда. Дрон с георадаром показал, под слоем почвы находится аномалия, геометрически правильная структура. Неприродного происхождения. Решили копать. На глубине около 3 футов начали появляться каменные плиты. Не из вулканического туфа, как Моаи, а из другого материала, серого, гладкого, с металлическим отливом. Некоторые плиты были покрыты теми же символами, что и на цилиндре. Площадка имела форму круга, диаметром около 20 футов. В ее центре находился идеально круглый люк. Без замков, без ручек, просто диск, встроенный в поверхность. И тогда сработало излучение. Люк в центре круга оказался чувствительным к определенным частотам. Когда инженер из команды Марии случайно включил спектральный генератор, который сканировал окружающее поле, металлический диск начал вибрировать. Низкий звук, почти неслышимый ухом, наполнил воздух. Трава вокруг прижалась к земле. Люк медленно приоткрылся. Под ним оказался спуск, шахта, уводящая вниз. Стены из того же серого материала. Ни коррозии, ни осадков, как будто конструкция была построена вчера. Первые 5 футов — просто вертикальный тоннель. Дальше — лестница, вырезанная прямо в стене. На глубине около 20 футов — камера. Внутри — странные конструкции, не механизмы в привычном смысле. Ни провода, ни болты, ни шестеренки, все выглядело монолитно, как будто отлито из одного куска. На стенах повторяющиеся узоры и формы, визуально идентичные тем, что встречаются в резонансных камерах и генераторах частот. Мария подозревала, это не просто хранилище, это часть устройства, или комплекс, или передатчик. Некоторые элементы были направлены вверх, другие — под углом. Их формы напоминали антенны, но не радиотехнические, а акустические. Один из геофизиков позже сказал, мы стояли внутри огромного резонатора. Устройство, способное работать с земными полями, с вибрациями, с частотами, которые мы пока не понимаем. Оставался последний фрагмент. Еще в 90-х годах один российский исследователь по имени Андрей Волков, геофизик и инженер, проводил нелегальные изыскания на острове Пасхи. Официально он был туристом, но в багаже вез спектральный анализатор, мощный магнитометр и полный набор записей советской экспедиции 60-х. Его отчет не публиковался. Но спустя много лет флешка с архивом оказалась у частного коллекционера в Праге. Через него она попала в руки Марии. То, что содержалось внутри, было бесценным. Фотографии сколов на камнях, идентичных тем, что позже изучала команда Марии. Графики магнитных и гравитационных всплесков, совпадающих по точкам с расположением статуй. И главное, гипотеза Волкова о существовании скрытого комплекса под поверхностью острова. Он писал, если все точки соединить, получаем фрактал. Это не просто случайные артефакты. Это элементы одной системы. И система работает. Только мы не знаем как. Мария поняла. Цилиндр, полости в статуях, резонансные конструкции — все это части одной машины. Огромной, древней, неизвестного назначения. Последний анализ, проведенный уже за пределами Чили в независимой европейской лаборатории, дал окончательный удар по официальной науке. Цилиндр был отправлен тайно, под видом образца редкого метеорита. Спектрометры, томографы, лазерные сканеры — все было использовано, чтобы добраться до сути. Их вердикт — такого вещества не существует в известной науке, ни на Земле, ни среди известных метеоритов. Плотность в 4 раза выше свинца, устойчивость к перегреву абсолютная. Энергетический отклик, как у сверхпроводника. Электромагнитные поля взаимодействуют с ним непредсказуемо. Он не просто искусственного происхождения. Он за пределами современного понимания физики. Это не металл, не керамика, не композит. Это нечто другое. Один из ученых после завершения анализа сказал, если бы мне дали этот образец без контекста, я бы решил, что его привезли с другой планеты. Но, судя по всему, он был создан здесь и очень давно.
Мария стояла перед хранилищем в Берне, где теперь под тройным уровнем охраны лежал цилиндр. В ее руках был отчет, финальный. Все, что она нашла за эти 10 лет, сходилось в одну простую истину. История человечества — это лишь обрывок. Мы не первые, кто ходил по этой земле. Не первые, кто строил, исследовал, создавал, просто те, кто пришли после. Мегалиты, гигантские каменные конструкции, вызывают загадку у ученых и исследователей. В графстве Норфолк на востоке Англии находится Стоунхендж, одно из самых известных мегалитических сооружений. Огромные камни, вес которых достигает 30 тонн, были перемещены на расстояние более 200 миль. Способы выполнения этого грандиозного проекта остаются неясными. Исследования показывают, что Стоунхендж был построен около 5000 лет назад. В это время человечество только начинало осваивать технологические инновации. Ученые выдвинули множество теорий о перемещении таких массивных камней. Одна из наиболее распространенных версий утверждает, что камни катили на бревнах. Однако этот метод не учитывает значительный вес и размеры камней. Некоторые исследователи предполагают, что древние строители использовали системы рычагов и блоков для перемещения. Несмотря на это, вопрос организации такой работы остается открытым, учитывая отсутствие современного оборудования и технологий. Каждая новая находка лишь увеличивает количество вопросов. На острове Пасхи в Тихом океане расположены статуи Моаи, высота которых достигает 10 метров, а вес — до 40 тонн. Их создание и перемещение из карьеров до сих пор вызывают споры. Местные жители утверждают, что статуи передвигали поющие, но это объяснение не удовлетворяет ученых. Некоторые гипотезы предполагают движение по специальным дорожкам, но они не объясняют, как статуи устанавливались на своих местах. В различных уголках мира, от Греции до Мексики, находятся похожие мегалиты. Например, в Перу, недалеко от города Куско, расположено сооружение Саксайуаман. Оно состоит из идеально подогнанных камней, вес которых достигает 100 тонн. Камни, сложенные в форме зигзага, удивляют своим точным соответствием. Многие из этих мегалитов были построены задолго до появления современных технологий. Это ставит перед учеными сложные вопросы, как древние люди справлялись с такими вызовами. Научные исследования продолжают углубляться в эти вопросы, и каждое новое открытие приближает нас к пониманию методов древних цивилизаций. Загадки древних технологий остаются неразгаданными, интерес к ним растет с каждым годом. Человечество продолжает искать следы тех, кто создал эти величественные сооружения, стремясь разгадать их тайны. В 1981 году группа археологов начала раскопки в районе Стоунхенджа, обнаружив орудия, которые могли бы пролить свет на методы строительства мегалитов. Вскоре было найдено несколько каменных инструментов, использовавшихся для обработки больших блоков известняка. Эти находки подтверждали теорию о том, что древние строители использовали простые, но эффективные инструменты для создания своих монументальных сооружений. В то же время в других частях мира, такие как Перу и Мексика, археологи начали сопоставлять технологии строительства мегалитов с теми, что использовались для создания пирамид и других архитектурных чудес. Исследования в районе Саксайуамана показали, что для транспортировки тяжелых камней использовались системы канатов и роликов. Это открытие предполагало более высокий уровень инженерной подготовки, чем считалось ранее. Однажды в процессе раскопок археологи нашли не только инструменты, но и остатки древних строительных площадок. Они обнаружили, что в некоторых местах камни были предварительно обрабатывались, что позволяло уменьшить их вес. Это открытие шокировало ученых, так как ставило под сомнение другие гипотезы о том, как были перемещены мегалиты. Однако вопрос о том, как такие технологии могли существовать 5000 лет назад, оставался открытым. На фоне этих открытий в 1992 году группа исследователей из разных стран собралась на международную конференцию по древним технологиям. Ученые представили свои теории, пытаясь объяснить уникальные методы строительства мегалитов. Один из докладчиков, профессор Хосе Гомес, выдвинул гипотезу о том, что древние цивилизации могли обмениваться знаниями и технологией. Он сослался на схожесть мегалитов в Греции и на острове Пасхи, указывая на возможность культурных контактов. Среди участников конференции возникли споры. Одни ученые поддержали идею о международном обмене, другие же утверждали, что каждая цивилизация развивалась независимо. Тем не менее, что объединяло всех, это желание разгадать тайны, окутывающие мегалиты. Обсуждения становились все более напряженными, и вскоре в научном сообществе разгорелась настоящая полемика.
Тем временем в Перу местные жители начали поднимать вопрос о том, как было построено их наследие. В 1993 году община Куско решила провести собственное исследование, приглашая ученых для изучения мегалитов. Они были убеждены, что их предки обладали знаниями, которые современная наука до сих пор не может объяснить. Это привлекло внимание международных медиа, и вскоре Куско стала центром внимания для исследователей со всего мира. Как только начались совместные экспедиции, стали поступать сообщения об удивительных находках. Группы археологов обнаружили скрытые подземные туннели, которые, по-видимому, связывали различные мегалиты. Это открытие вновь подняло вопросы о том, как древние цивилизации могли организовывать столь сложные структуры. Каждый новый факт вызывал лишь больше вопросов, оставляя ученых в замешательстве. Тайны древних технологий продолжали углубляться, а интерес к ним рос с каждым днем. В 1994 году, в разгаре раскопок в районе Саксайуамана, ученые наткнулись на необычное строение, которое не вписывалось в общепринятые представления о технологиях инков. Это была система из больших каменных блоков, расположенных так, что создавали эффект подъемного механизма. Исследователи начали предполагать, что в древности существовали технологии, позволяющие поднимать и перемещать тяжести с помощью рычагов и наклонных плоскостей, что радикально изменяло понимание методов строительства мегалитов. Тем временем в Стоунхендже продолжались работы по изучению каменных массивов. Археологи обнаружили следы древних дорожек, по которым могли перемещаться тяжелые блоки. Эти находки вызвали интерес у инженеров и физиков, которые решили проверить, возможно ли было создать подобные транспортные пути с использованием доступных в то время материалов. В результате экспериментов было установлено, что древние строители могли использовать в качестве подложки специальные смеси глины и песка, которые уменьшали трение при перемещении. В ходе дальнейших раскопок в Куско стали появляться новые гипотезы о взаимодействии между разными культурами. Ученые обнаружили артефакты, которые подтверждали, что инки могли получать знания о строительстве от других цивилизаций, таких как майя и ацтеки. Это открытие вызвало споры среди историков, разделив их на два лагеря. Одни настаивали на независимом развитии технологий, другие — на культурном обмене. Обсуждения становились все более горячими, и каждая группа пыталась доказать свою точку зрения. Среди археологов возникла идея провести совместные эксперименты по воспроизводству древних методов. В 1995 году была организована экспедиция, состоящая из специалистов по древним технологиям, инженеров и студентов. Они решили построить уменьшенную модель мегалита, используя только те инструменты и методы, которые могли быть доступны древним строителям. Этот эксперимент стал популярным событием и привлек внимание общественности. В процессе работы группы начались споры о том, насколько точно они могут воспроизвести древние технологии. Один из инженеров, Дэниел, выдвинул теорию, что для установки мегалитов могли использоваться устройства с противовесом. Это предположение вызывало недовольство среди коллег, которые утверждали, что подобные конструкции невозможно было бы создать без современных знаний о механике. Дэниел настаивал на том, что, возможно, древние люди обладали интуитивным пониманием физики. Тем не менее, на нескольких встречах экспериментальной группы участники начали замечать, что некоторые методы, которые они пробуют, вызывают неожиданные результаты. Например, при использовании системы блоков для подъема камней, находящихся на высоте, они неожиданно обнаружили, что камни могут быть подняты с помощью вдоль наклонной плоскости. Это открытие побудило их пересмотреть подходы к эксперименту и оценить возможность использования дополнительных вспомогательных средств. Параллельно с этим в Куско местные жители начали проводить собственные исследования, пытаясь выяснить, как их предки создавали архитектурные чудеса. Они организовали мастер-классы, где демонстрировали свои способы обработки камня и перемещения тяжелых блоков. Все больше людей увлекались изучением наследия своих предков, таким образом поднимая вопросы о том, какие знания были утрачены с течением времени. Каждое новое открытие приближало ученых к разгадке тайн древних технологий, но вместе с тем порождало новые вопросы. Как древние цивилизации могли достигать таких высот в строительстве? Возможно, секреты их мастерства были утеряны навсегда, или же они скрывались в недрах истории, ожидая, когда кто-то вновь их откроет. В 1996 году, когда группа археологов продолжала раскопки в Стоунхендже, они наткнулись на неожиданный артефакт — небольшую каменную плиту с загадочными символами.
Символы не соответствовали известным письменам и вызывали огромный интерес у исследователей. Профессор Гомес, который следил за работами, сразу предположил, что это может быть ключом к разгадке тайны строительства мегалитов. Он пригласил лингвистов и историков для расшифровки находки. В то же время в Куско местные жители также сделали важное открытие. Во время раскопок они нашли огромный камень с выбитыми на нем знаками, которые совпадали с символами на плите из Стоунхенджа. Это совпадение вызвало настоящий шок в научном сообществе, так как предполагало возможность древнего культурного обмена между удаленными цивилизациями. С каждым новым фактом становилось очевидным, что древние народы обладали более сложными технологиями и знаниями, чем это считалось ранее. Группа ученых из разных стран объединилась для совместного изучения этих находок. Они организовали масштабную конференцию, на которой представили результаты своих исследований, но напряжение на встрече нарастало. Одни ученые поддерживали теорию культурного обмена, другие сомневались, указывая на уникальность и самобытность каждой цивилизации. В самый разгар дискуссии профессор Гомес представил свои выводы о том, что символы на плитах могут быть частью древней системы измерений, использовавшейся для проектирования и строительства мегалитов. Это заявление вызвало бурю эмоций. Ученые начали бурно обсуждать возможности применения таких систем для расчета грузов, подъемных механизмов и транспортировки. Внезапно один из присутствующих, лингвист по имени Сара, вскрикнула от неожиданности. Она нашла аналогии между символами на плите и знаками, которые использовались для записи астрономических наблюдений. Это открытие ознаменовало возможное существование связи между астрономией и строительством мегалитов, что могло объяснить их расположение и ориентацию. Исследователи пришли к выводу, что древние люди могли рассчитывать положение камней на основе астрономических данных, что давало им возможность создавать точные и величественные сооружения. Эти откровения погрузили присутствующих в состояние волнения и недоумения. Они начали обсуждать, как древние технологии могли разрабатывать сложные астрономические системы, использовавшиеся для ориентации мегалитов. С каждой новой гипотезой нарастало чувство, что это лишь вершина айсберга. В то время как атмосфера на конференции накалилась, в Куско местные жители, вдохновленные открытиями, решили провести масштабное празднование в честь своих предков, уверенные, что их наследие содержит тайны, которые могут изменить представление о человеческой истории. Они пригласили ученых и местных жителей, чтобы показать, как их предки использовали камни и технологии, которые, как считалось, были утрачены. Ученые, вернувшиеся из Куско, были полны надежд, что новые исследования приведут к еще большим открытиям. Однако сомнения по поводу правомерности их выводов продолжали терзать их умы. Тайны древних мегалитов оставались неразгаданными, и каждая новая находка лишь подливала масло в огонь. С каждым днем ожидание ответов становилось все более напряженным, и многие задавались вопросом, действительно ли древние цивилизации обладали недоступными для нас знаниями. В 1997 году в Стоунхенде начался новый этап исследований. Ученые решили провести полное сканирование местности с помощью современных технологий, таких как георадар и лазерное сканирование. Обнаруженные ранее символы и артефакты стали основой для анализа, и исследователи надеялись, что новые данные помогут раскрыть тайны, которые терзали умы на протяжении многих лет. В процессе сканирования были обнаружены подземные структуры, которые указывали на наличие скрытых помещений под мегалитом. Тем временем в Куско научное сообщество продолжало обсуждать связи между различными мегалитами по всему миру. Объединив усилия, археологи из Перу и Англии создали международный проект, целью которого стало исследование архитектурных и астрономических особенностей мегалитов. Совместно с местными жителями они начали проводить полевые исследования, устанавливая, как древние народы могли использовать природные ресурсы для строительства своих величественных сооружений. Запуск проекта привлек внимание международных медиа и стал темой обсуждения на многочисленных конференциях. Ученые начали делиться результатами своих исследований, которые показали, что мегалиты могли быть связаны не только по технологии, но и по астрономии. Каждый новый эксперимент подтверждал, что древние цивилизации обладали знаниями, которые, казалось, превосходили их время. В процессе работы над проектом исследователи нашли доказательства того, что многие мегалиты были построены на основе астрономических событий, таких как солнцестояние и лунные циклы.
Это открытие дало возможность понять, как древние люди могли использовать свои знания о звездах не только для навигации, но и для планирования строительства. С каждым новым шагом они приближались к разгадке тайны, которую пытались разгадать на протяжении веков. В 1998 году, когда результаты проекта были обобщены, научное сообщество пришло к выводу, что древние народы действительно использовали сложные системы измерений и астрономии для проектирования своих мегалитов. Эти знания передавались из поколения в поколение, возможно, в устной форме. Это открытие стало важным шагом к пониманию человеческой изобретательности, которая проявлялась даже в условиях ограниченных ресурсов. В Куско местные жители, вдохновленные новыми открытиями, решили создать музей, посвященный их наследию и достижениям предков. Музей стал местом, где собирались не только туристы, но и исследователи, желающие узнать больше о древних цивилизациях. Ну вот, оказывается, древние еще и астрономами были. Если вам нравятся наши увлекательные раскопки в мир тайн и загадок, не забудьте подписаться на канал и поддержать нас через донат. Ссылка в описании или просто наведите камеру на QR-код на экране. Ваш вклад — это как звезда на звездном небе нашего творчества. Это способствовало росту интереса к истории и культуре региона. Вернувшись в Стоунхендж, ученые отметили, что их работа повлияла на представление о древних технологиях. Тайны, которые когда-то казались неразрешимыми, начали проясняться благодаря новым методам и современным технологиям. Каждый шаг вперед открывал новые горизонты для исследований, и многие ученые поверили, что разгадка древних знаний еще впереди. Эти открытия не только изменили понимание истории, но и оставили след в сознании людей. Интерес к древним мегалитам вырос, а поиски новых знаний продолжали привлекать внимание ученых и любителей истории по всему миру. Тайны древних технологий, возможно, никогда не будут полностью разгаданы, но стремление к их изучению продолжает вдохновлять поколения, оставляя незаживающий след в памяти человечества.